Игра Soma – это научно-фантастический хоррор, действие которого разворачивается в исследовательском центре Paphos-2, где происходит что-то необъяснимое. Сюжет игры начинается с того, что в 2015 году Саймон Джаред из Торонто попадает в автокатастрофу, в которой погибает его подружка Эшли, но сам Саймон с тяжелым повреждением мозга и внутричерепным кровотечением остается жив. Из-за непрекращающихся побочных эффектов Саймон соглашается на экспериментальное сканирование мозга в медицинской лаборатории, но во время сканирования он, как кажется, теряет сознание, приходя в него уже на некой подводной станции, как оказывается, в 2104 году. За это время на Землю упала огромная комета и уничтожила все живое на суше. Сознание, скопированное тогда в Торонто, загружает специальный чип и вставляет чужое тело на одной из станций. Позже главный герой узнает, что находится в механическом теле, заправленном наногелем, разработанным ученым для технических нужд. Гель может связывать электронику с биологическими тканями. С Саймоном вступает в контакт Кэтрин, еще один ученый, который также оказывается цифровой копией реального человека. Ее сознание загружено в устройство доступа. Она просит помочь спасти ковчег, автономный спутник, в котором хранятся личности, всех скопированы. Внутри ковчега создается виртуальная реальность, где скопированные личности людей могут продолжать существование. Так ученые хотели сохранить человечество, точнее то, что от него осталось, умы и мысли. Но чтобы его отправить, понадобится дойти до станции в бездне, а также миновать обезумевший искусственный интеллект, созданный для защиты человечества в сочетании с гелем, которым он заразил весь океан, ставшим ночным кошмаром, поглотившим почти всех людей и организмы на морском дне, тем самым симулируя процессы жизнедеятельности в организмах. Вас ждет пугающая история, оставшая непростые вопросы: что такое сознание, личность и что значит быть человеком. Экзистенциальный ужас, который ждет вас в игре «Привычное дело в Soma». И если поначалу игра будет пугать вас по старинке, то чем глубже будете погружаться в сюжет, тем плотнее будет становиться тревожная атмосфера вокруг вас. Вы не только испытаете страх за свою жизнь, но и усомнитесь в самой природе своего существования. Погрузившись в мир Soma, вы посмотрите в лицо ужасом, таящимся в глубинах океана. Игра хоть и обладает неплохой графикой, но ценится в первую очередь далеко не за нее, а скорее за интересную подачу сюжета, отличную историю, атмосферность и душевность. В игре не будет оружия, а все преграды придется преодолевать только с помощью вашей смекалки. Помните, что сопротивление бесполезно, хитрость и быстрые ноги – вот ваше главное оружие. Огромным плюсом здесь является то, что ходить и прятаться нам придется не по одинаковым коридорам и комнатам. Станция состоит из множества разных комплексов со своими особенностями и деталями. В Soma мы будем передвигаться по заброшенным научным офисам и лабораториям, которые действительно интересно исследовать, ходить по темным коридорам, заброшенным комплексам и океанскому дну. В некоторых местах бывает действительно физически страшно. Эффект усиливается благодаря очень грамотному звуковому сопровождению. Различные скрипы, писки и непонятные звуки нередко заставят вас задуматься о том, следует ли вообще идти за тот поворот. Сильнейшая сторона Soma – история о перемещении сознания из тела в тело, при котором человек не теряет рассудка, а смиренно принимает новую оболочку, оставаясь самим собой. Этот парадокс стоит во главе всего происходящего. Финал Soma поразил меня и оставил меня сидеть среди ночи на диване в одних трусах еще долгое время после игры. Играть во что-то после Soma трудно. Хочется сразу или чего-то похожего по степени погружения и воздействия, или вообще ни во что больше не играть, потому что ничего похожего как будто бы нет. Хоть я вам частично и пересказал сюжет, но это не то. Вам нужно побывать там, на Paphos 2. Игра Soma без труда способна держать вас в напряжении все те немногие часы, которые требуются для ее прохождения. Этому способствует интересный сюжет, моральная дилемма, с которой приходится сталкиваться главному герою, и сама атмосферность происходящего. Игра способна заставить вас резко испытать эмоциональную встряску. Любителям данного жанра, а также любителям научной фантастики категорически запрещается игнорировать Soma, как впрочем и всех остальных любителям игр с хорошим сюжетом и историей. Особую благодарность хочу высказать каналу Данил Буцких за поданную идею снять обзор на игру Soma. Спасибо тебе, друг, за то, что посоветовал поиграть в игру. Я ощутил неповторимые эмоции, связанные с ней.